Мы находимся возле деревянного загородного дома площадью 240 квадратных метров. Дом построен из клееного бруса производства финской компании Honka. Дом расположен в 50 метрах от живописного озера. Уровень грунтовой воды высокий, поэтому весь дом стоит на железобетонных колоннах. В этом доме наша компания Farex Climat монтирует кондиционеры на базе двух мультисплит-систем Daikin. Обе мультисплит-системы инверторные, с плавной регулировкой холодильной мощности. Они работают на новом озонобезопасном энергоэффективном фреоне R32. По сравнению с фреоном R410, фреон R32 на 68% снижает негативное воздействие на окружающую среду. В каждой системе кондиционирования будет по 4 внутренних блока. Всего в доме будет 5 напольных и 3 настенных внутренних блока. Все блоки будут управляться беспроводными пультами, а также со смартфонов через интернет по мобильному приложению. Сейчас завершен первый этап – разводка внутренних магистралей. Сюда входят фреонопроводы из медных труб с теплоизоляцией, кабели питания и управления, а также дренажные трубопроводы. Первая система обслуживает помещения первого и второго этажа левой части дома. Наружный блок будет смонтирован на стене котельной. К нему будут подключены 4 напольных внутренних блока. К каждому блоку идет отдельная магистраль. Магистрали обмотаны тефлоновой лентой производства итальянской компании Coflex. Лента защищает теплоизоляцию от солнечных лучей, осадков и других неблагоприятных наружных условий. Во всех отверстиях в стенах и перекрытиях установлены металлические гильзы 2 диаметров, в зависимости от типа прокладываемых магистралей. Гильзы заполняются герметиком для наружной эксплуатации. Конденсат от всех 8 внутренних блоков отводится самотеком в ливневые приямки вокруг дома. Дренажные трубопроводы спаяны из полипропиленовых труб. Их длина будет отрегулирована после установки фасадных решеток. Дренажи от соседних кондиционеров решено не объединять в общий слив, для возможности независимой промывки и продувки каждого дренажа отдельно. Иногда осы и другие насекомые засоряют дренажные трубы и перекрывают слив, и начинает течь вода по стене внутри комнаты. Все дренажи обязательно проверялись на герметичность. Для этого каждая дренажная труба в нижней точке запаивается заглушкой и доверху заливается водой. Если несколько дней уровень воды не падает, значит дренаж герметичен. Так выглядит полностью заполненный дренажный трубопровод. Магистрали первой мультисплит-системы проложены по полу и стенам. Магистрали специально подняты над полом, для того, чтобы под ними можно было уложить утеплитель. Потом будет заливаться стяжка и укладываться трубы водяного теплого пола. В обычных каменных домах магистрали утапливаются в стены в штробах. В деревянных этого сделать нельзя. Поэтому они будут задекорированы дизайнером под фальш-колонны. По стенам деревянных домов, по нормативам, кабели прокладываются только в металлорукавах. Теплоизоляция медных труб из синтетического вспененного каучука
итальянской компании Coflex. Здесь магистраль появляется из-за стены, проходит за потолком будущей сауны и идет в спальню на втором этаже. Дренаж идет отдельно от магистрали. Мы специально не до конца обмотали вход магистрали с улицы, для того, чтобы были хорошо видны гильзы в наружной деревянной стене. После окончания съемки обмотаем полностью. Гильзы герметизируются как снаружи, так и внутри. Вторая система кондиционирования обслуживает первый и второй этажи правой части дома. В нее входят 3 настенных блока и 1 напольный. Магистрали проложены по стене и под фундаментом. В просторной гостиной со вторым светом, площадью более 50 квадратных метров, будет установлено 2 кондиционера премиум-класса Daikin и Mura серебристого цвета. Каждый будет обслуживать свою часть гостиной. Второй кондиционер будет установлен во входной зоне гостиной. Так выглядят гильзы в фундаменте до герметизации. Когда сверлили первое отверстие в углу, попали в колонну под фундаментом. Пришлось смещать все отверстия вправо. Повороты к простенку все равно будут скрыты стяжкой, так как уровень чистового пола будет подниматься на 22 см из-за утеплителя водяного теплого пола. Магистрали потом будут обшиваться декоративными элементами. Здесь на кухне будет установлен настенный блок серебристого цвета Daikin Stylish серии FTX. Слева идет транзитная магистраль к напольному блоку в комнату на втором этаже. Наверху закреплены металлические гильзы, в которых проложены магистрали. Толщина перекрытия в этом месте будет 100 мм, поэтому гильзы имеют такую же длину. Для герметичности теплоизоляции фреонопроводов концы 2-метровых трубок теплоизоляции в местах их соединения нужно обязательно обматывать самоклеящейся теплоизоляционной лентой Coflex для их фиксации. Также этой лентой необходимо обматывать и места крепления магистралей к стене, чтобы перфолента не повредила теплоизоляцию медных трубок. Для подключения дренажа к настенному внутреннему блоку к концу полипропиленовой трубы подсоединяется гибкий дренажный шланг. Он соединяется с жесткой трубой через муфту со специальным герметиком. Шланг так закреплен, чтобы можно было налить воду для проверки герметичности всего дренажа. В комнате на втором этаже будет установлен напольный блок. Очень важно выдержать непрерывный уклон дренажной трубы не менее 1 см на метр в сторону слива, без малейших провисов, в которых в процессе эксплуатации могут образовываться пробки. А теперь щели снаружи и внутри гильз заполнены герметиком. Снизу со стороны фундаментной плиты щели заделаны монтажной пеной.